Всем здравствуйте! Сегодня с вами я, Анастасия Фатеева, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог-диетолог. И сегодня тема, которая касается каждую третью женщину, и тема про целлюлит. Что такое целлюлит? Целлюлит – это не заболевание. Целлюлит – это повреждение подкожно-жировой клетчатки, повреждение ее вида. Да? Когда мы с вами видим на коже рытвины, так называемую апельсиновую корочку. И в целлюлите есть несколько степеней, их всего 4. Нулевая степень, когда целлюлита нет. Но вот обратите внимание, да, все равно эта нулевая степень используется по умолчанию, что у женщины бывает физиологические проявления целлюлита. Мы сегодня тоже с вами об этом поговорим. Первая степень, когда целлюлит видно либо когда вы сидите, либо когда делаете кожную складку, то образуется вот эта апельсиновая корочка. Вторая степень, когда целлюлит видно, когда вы уже стоите, напрягая мышцы, у вас апельсиновая корочка появляется. Третья степень, когда вы и сидите, и стоите. И четвертая степень, когда целлюлит распространяется практически по всем проблемным зонам. Все-таки для целлюлита есть свои проблемные зоны. Это бедра, живот, ягодицы. И в некоторых случаях это плечи, предплечье. Так вот, четвертая степень – это когда распространенный целлюлит, и их видно. Это не только уже апельсиновая корочка, а уже такие достаточно заметные впадины. И рыхлость подкожно-жировой клетчатки более выражена при этом. Если мы говорим с вами, что целлюлит – это не заболевание, то почему он вообще появляется, в какие физиологические периоды целлюлит может быть как вариантом приходящей нормы, и когда это уже такое состояние более стабильное, когда изменена эта подкожно-жировая клетчатка постоянно, и это портит качество вашей жизни, потому что мои пациентки, когда они заполняют анкетирование, и когда я их спрашиваю о том, а зачем вам, допустим, вес снижать, то все пишут: я не нравлюсь себе в зеркале, мне не нравится свое тело, целлюлит. То есть это практически там каждая первая, я бы сказала, которая обращается ко мне с лишним весом, так напишет. Но целлюлит не обязательно появляется у женщин с лишним весом. Бывает наоборот, что когда вес снижается, только тогда проявляется целлюлит. Это тоже определенное состояние, и мы тоже рассмотрим с вами, почему так бывает. Да? Если мы будем говорить о стойких вот таких нарушениях, когда целлюлит выражен, когда он постоянный, то это происходит на фоне гормональных изменений, на фоне нарушения работы желудочно-кишечного тракта, и наследственность. Наследственность тоже присутствует. Так вот, если мы с вами будем говорить о гормональных нарушениях, какие гормональные нарушения приводят к целлюлиту? Прежде всего, это нарушение половых гормонов. И вот здесь я хочу вам сказать про физиологический целлюлит, когда он приходящий. Чаще всего после родов у женщины при колебании гормонов эстрогена и прогестерона происходят такие физиологические изменения, в том числе в подкожно-жировой клетчатке. И пока она восстанавливается, пока гормоны не пришли в норму, а это 6-8 недель, может наблюдаться целлюлит. Поэтому вы у меня, девочки, родили, выносили, да, ребенка, начинайте сразу обращать внимание, что все, там, мое тело испортилось, я себе сразу там не нравлюсь. Успокойтесь, подождите, не надо сразу бежать в зал, не надо себя насиловать физическими упражнениями за 6-8 недель. Если у вас вес был нормальный, все это само по себе восстановится. Дайте себе спокойствие, дайте себе насладиться материнством, в себе выстроите режим питания и режим дня. Вот это очень важно, а не занимайтесь стрессовым состоянием, да? Не занимайтесь тем, что вы себе делаете стресс дополнительный. Вот когда стресс высокий, то тогда ваш целлюлит он может задержаться надолго. Потому что гормоны стресса – это тоже вклад в образование целлюлита, потому что сам кортизол, гормон стресса,
он вызывает воспалительные реакции в организме. Сама целлюлитная клетка жировая, она ведь не только жировая, она еще носит такой воспалительный характер. Почему она деформированная, почему вот эти рытвины, почему апельсиновая корочка? Потому что сама жировая клетка, она носит неправильную форму, вид неправильной формы, поэтому происходит деформация подкожно-жировой клетчатки. Кортизол – это воспалительный гормон, кортизол – стресс. Дальше, когда еще может быть физиологический такой период? Допустим, вы снизили вес. Когда вес был большой, сами жировые клетки, которые идут на поверхности, то есть это первый слой, они такие кругленькие, красивые, кожа может быть такая даже натянутая, нет морщин у людей с лишним весом, у девочек. Как только вы снижаете первую массу тела, да, как я называю, говорю, первые жиры, которые вот вы только нарастили, вы их снизили, а глубинный слой, он уже изменен, то есть там уже жировая клетка, она неправильной формы, она уже метаболически нездоровая, она воспалительная, поэтому может проявляться целлюлит. Очень важно перетерпеть этот период, продолжать стабилизировать вес и уже здесь больше заниматься физическим воздействием на целлюлит. То есть это и антицеллюлитный массаж, и лимфодренажный массаж, это и массаж сухой щеткой, и применение скрабов. Вот тогда это оправдано. Потому что другой момент возникает у моих пациентов, когда они приходят на снижение веса и говорят, вот я хочу подключить там массаж, поможет ли мне это в снижении веса? Нет, не поможет. Поможет только в уплотнении кожи и борьбе с целлюлитом. Вот эти все рекламные, маркетинговые обертывания, что вы там будете обертываться, и у вас уйдет там в талии минус 4 сантиметра, минус 8 сантиметров, какие-то чудодейственные крема продают. Нет, без того, что вы там налаживаете питание, образ жизни, свои гормоны, обмен веществ. Крем и обертывание, они помогут вам улучшить кожу, сделать ее более эластичной, но никак не растопить ваши жиры. Это все маркетинговый ход. Что вы чувствуете, когда вы видите, что у вас есть целлюлит? Если мы говорим о вот этом патологическом целлюлите, который связан с гормональными нарушениями, мы с вами проговорили, что это половые гормоны, и в частности это касается эстрогенов, то есть когда уже переходит это в заболевание, когда у вас происходит колебание эстрогенов. И если уж говорим про них, то целлюлит может быть проявлением, это не заболевание, проявлением, как эстроген доминации, когда либо есть высокий уровень эстрогенов, либо увеличена чувствительность рецепторов к эстрогенам. Либо наоборот, это когда эстрогены снижаются. Чаще всего это период климакса, предклимакса, тогда тоже может появляться целлюлит. Так вот, если мы говорим об эстроген-доминации, то клетка жировая, она не только становится приобретает такую воспалительную активность, она становится метаболически нездоровой, она еще становится гормонально активной. То есть она вне яичникового вырабатывает эстроген и стимулирует вашу жировую клетчатку, стимулирует железистый слой эндокринный и в груди, и в матке, и в яичниках. И вообще вот это эстроген-доминирование с целлюлитом или без целлюлита достаточно опасное явление, потому что все опухоли женской половой сферы, хоть доброкачественные, злокачественные, они связаны с вот этим гормоном эстрогеном. И когда у нас низкий эстроген, там тоже происходит деформация жировых клеток, там другой механизм. Организм женщины, он препятствует вот этому мудрому периоду климакса, он защищается, он не хочет, чтобы климакс наступал, и включается компенсаторная реакция. Есть такие пациентки у меня, которые не имели проблем с весом, но как только наступает предклимакс, климакс, начинает вес расти. То есть организм растит жировую клетку, делает ее эндокринно активной, чтобы хоть как-то поддерживать уровни эстрогенов. Поэтому терапия
При эстрогендоминации, при низком эстрогене терапия самого целлюлита, ну и всех гормональных вот этих нарушений, улучшения гормонального фона зависит от состояния гормонов прежде всего. Следующее, я вам уже говорила про то, что если у нас стрессовая реакция продолжается, про гормон кортизол, он тоже вызывает воспалительную реакцию в организме, и сами жировые клетки на это очень сильно реагируют, и получается, что сама жировая клетка, вот этот адипоцит, который деформирован, там не только жир, но еще и лишняя жидкость. Кортизол натягивает на себя лишнюю жидкость. А еще в клетках жировых, которые изменены под воздействием вот этого гормона стресса кортизола, вырабатываются постоянно провоспалительные вещества, такие как интерлейкины, интерфероны, фактор некроза опухолей. И это, кстати говоря, связано с развитием онкологии, потому что постоянная стимуляция вот этими вот провоспалительными веществами самой иммунной системы срывает ее в какой-то момент, и не происходит вот этого вот контроля за делением мутационных клеток. Это теория возникновения всех злокачественных опухолей, которая связана с высоким уровнем кортизола, гормона стресса. Если эта тема интересна, кстати говоря, пишите, и могу сделать вам отдельную лекцию «Связь гормонов стресса и онкологии». Какие гормоны еще задействованы в образовании целлюлита? Это гормон инсулин. При инсулинорезистентности, кстати говоря, инсулинорезистентность может наблюдаться и у людей без лишнего веса, тоже происходит изменение подкожной жировой клетчатки. Тоже меняется сама форма жировых клеток, потому что инсулинорезистентность – это база метаболического синдрома, изменение жирового обмена туда подключается сразу автоматически, и происходит преобладание плохих жиров над хорошими. Это тоже меняет свойства жировой ткани, меняется способность жировой клетки делиться, сама форма жировой клетки меняется, и мы тоже можем видеть, что проявления целлюлита возрастают. И целлюлит также возникает при гипотиреозе. Это нарушение функции щитовидной железы, ее снижение. Функция основного обмена уменьшена, снижается при гипотиреозе, нарастает отек, а еще при гипотиреозе возникает муциновый отек. Возникает деление клеток, такое необычное, да, продукция необычного белка муцина. И такие отеки называются миксидемами. И чаще всего миксидематозные отеки можно наблюдать на бедрах, на лодыжках, в районе голеностопного сустава. То есть тоже подкожно-жировая клетчатка меняется, но уже под воздействием вот этого белка муцина. Если мы с вами срезюмируем, то поймем, да, что в основе формирования целлюлита лежат в том числе гормональные изменения таких гормонов, как половые гормоны, касается эстрогенов, кортизол – это гормон надпочечников, гормон стресса, это щитовидная железа, гормоны щитовидной железы, именно гипотиреоз, ну и инсулин и развитие метаболического синдрома. Есть ли такое состояние, что вы испытываете именно психологический дискомфорт? Потому что женщина все-таки обращает внимание на свой внешний вид. Часто у женщин с целлюлитом подавляется либидо, не чувствует себя сексуальной, нарушается сама интимная жизнь. Есть ли у вас такие проявления? Связь желудочно-кишечного тракта и формирование целлюлита. В тонком кишечнике происходит всасывание основных питательных компонентов и всех витаминов, минералов, аминокислот, которые обеспечивают нормальное функционирование наших гормонов. Так вот, когда пациенты садятся на низкоуглеводные, низкожировые диеты, при снижении веса проявляется инсулин. И приходят пациентки, которые весят нормально и
58 и 60 килограмм у меня была пациентка, при росте там 1,67 м, 68, то есть это нормальный индекс массы тела, но при этом она говорит, что она похудела на 20 килограмм и у нее проявился целлюлит. Когда начинаю выяснять, оказывается, что она практически исключила жиры из питания. Жиры нам нужны для чего? Для того, чтобы у нас образовывались половые гормоны. Все половые гормоны образовываются из холестерина. Поэтому, как только вы из питания исключаете жиры, тут же происходит деформация жировых клеток, то есть наоборот, происходит нарушение жирового обмена, нарушение выработки половых гормонов, и на всех проблемных местах при норме индекс массы тела отличный, мы получаем целлюлит. Даже при присоединении физической активности, тоже вот моя как раз эта пациентка рассказывала, что она и пошла в зал, и стала заниматься, но при этом почему у нее нарастает целлюлита. Все потому, что у нее эстрогены некачественные. Потом выясняется, что у нее проблемы с менструальным циклом, он у нее стал реже, месячные стали более скудными. То есть здесь налицо снижение эстрогенов, и в анализах крови это было видно. Как только в крови у нас происходит увеличение уровня эстрогена, в ее случае так и произошло, потому что отрегулировали питание, не применяли даже какого-то специализированного лечения. Если бы пошла сразу к гинекологу, так бывает, да, видим тонкие эндометрии, она бы сразу бы прописала бы препараты гормональные. А когда искусственно гормоны даются, не по назначению, в ее бы случае так произошло, то у нее явления целлюлита никуда бы не ушли. Потому что это были бы искусственные гормоны, не ее собственными. И ее истончение эндометрия и уменьшение овариального резерва в ее случае, то есть там фолликулов практически уже не было, они были очень маленькие, это бы не привело бы к истинному лечению. То есть здесь у нее проблема была в питании. Если у вас появился целлюлит, и на фоне этого у вас есть симптомы нарушения гормонального фона, нарушение цикла, выпадение волос, отечность, то обязательно посетите специалиста-эндокринолога, гинеколога. Нужно пройти обследование, посмотреть, нет ли проблем с гормональным фоном, с желудочно-кишечным трактом, с вашим инсулином, с жирами. И тогда уже комплексно подключить программу питания, чтобы не было провоцирующих факторов в питании для образования целлюлита. Это все провоспалительные факторы в питании. Это касается прежде всего рафинированного белого сахара, выпечки белой муки, всех продуктов, которые дают нам излишнюю реакцию иммунной системы. В некоторых случаях при тяжелых формах целлюлита мы даже исключаем глютен на время, чтобы провоспалительные компонент крови уходил, то есть вот эти провоспалительные факторы уходили, особенно при нарушении желудочно-кишечного тракта. Работаем с желчеоттоком, работаем с кислотностью, работаем с всасываемостью и с выведением всех ненужных веществ из организма. То есть тут рассматриваем еще в комплексе желудочно-кишечный тракт. При выявленных нарушениях, в зависимости от того, что нарушено, предпринимается такая интегративная, как я ее называю, программа. В некоторых случаях это и лекарственные препараты, и восполнение дефицитов назначения нутрицептиков. Очень люблю назначать функциональное лечебно-профилактическое питание, где есть большое содержание клетчатки, естественных концентрированных витаминов, минералов, аминокислот, потому что клетчатка в рационе, она выводит излишки эстрогенов, она нормализует функцию нашей микробиоты, это важные компоненты желудочно-кишечного тракта, улучшают выделительную функцию кишечника, тем самым мы избавляемся от вот этих токсико-аллергических реакций, потому что при синдроме дырявого кишечника, когда преобладают процессы гниения, брожения, мы тоже можем получать вот такую вот отечную, рыхлую подкожно-жировую клетчатку. Если у вас проблемы с гормональным фоном,
Может быть, есть диагностированные диагнозы, такие как миома, аденомиоз, эндометриоз, кисты яичников. Сегодня с вами была я, Анастасия Фатеева, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, диетолог. Если вы хотите записаться ко мне на консультацию, проверить свой гормональный фон, нормализовать питание, избавиться от целлюлита, пишите, звоните. Все контакты есть под видео.